Далее Сергей просит прокомментировать проходящий с 17 сентября в Бухаресте саммит проекта «Инициатива трех морей». Означает ли участие Австрии в данном проекте, что начался процесс перехвата контроля над Восточной Европой у американских и британских страновиков австрийскими и германскими страновиками, которые обычно действуют в одной связке, а также и то, что тем самым еще начался процесс передачи полного контроля над данной территорией от Атлантического крыла ГП к Евразийскому? И означает ли это еще то, что кураторство над бандеровским проектом возвращается обратно к Австрии? Все немножко не так. Дело в том, что ни о каком перехвате управления речи нет. Вышеградская четверка, которая существует сейчас, и Интермарис Междуморье Пилсудского, это звенья одной цепи, это один план. То есть объединение стран Польша, Венгрия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Молдавия и естественным образом примыкающая Австрия, что всегда оставалось в умолчаниях. Опять же, вспоминаем: Вена – библиотека Габсбургов, Прага – оккультный центр мирового еврейства. Вышеградская четверка и Интермарис призвана сохранить культурную идентичность существующей Европы при полном переформатировании старой Европы с созданием новых народов, новых языков и новых государств. А это должно стоять до того момента, пока надгосударственное управление «Глобальный предиктор» будет заинтересован в сохранении вот этих двух центров: Венского, библиотеки Габсбургов, и Пражского центра, оккультного центра мирового еврейства. Для этого должен быть мощный субъект. И вспоминаем, о чем постоянно говорю, что любое государство начинается тогда, когда у него как минимум есть 10 миллионов. Значит, нужно создать такое государство, которое своей инфраструктурой, своей ресурсной устойчивостью обеспечит существование этого государства в конфликтных, агрессивных условиях среды. Поэтому опора на два моря, Черное и Балтийская, чтобы не было зажато. И это процесс давний. Он был разработан задолго до Пилсудского, до того, как Пилсудский его огласил. О каком перехвате? Идет планомерная работа глобального предиктора по переустройству Западной Европы. И то, что сейчас это идет вот так, ни шатка, ни валка, связано с тем, что остановлена волна миграции. Вы что думаете, Орбан просто так, что ли, такой крутой? Мы не будем пускать к себе мигрантов. Он может и думать, что он такой крутой, но вся эта крутизна должна быть экономически обеспечена. Вспомните, как Гитлера приводили к власти и готовили его к войне с Россией. При всей шумихе по Орбану процессы у него экономические идут так, как надо, для того, чтобы состоялся проект Интермарис.